Всем привет, дорогие друзья! И сегодняшний наш обзор будет посвящен устройству, которое поможет банально разгрузить руки при частых разговорах по телефону. Но кроме этого, согласно правилам ПДД, говорить по телефону без гарнитуры в некоторых странах банально запрещено правилам дорожного движения. И речь у нас пойдет о новинке от компании Nubi. Bluetooth гарнитуре M50, изготовленном обновленным чипом Qualcomm QCC3040 с поддержкой кодека aptX. Также Bluetooth гарнитура M50 обладает не только довольно мощным аккумулятором, который позволит вести непрерывный разговор 24 часа или 60 дней в режиме ожидания, но также двойным микрофоном для лучшего шумоподавления по технологии CVC 8.0, а также может управлять голосовыми помощниками смартфона и переключаться между двумя смартфонами. Поставляется гарнитура в плотной картонной коробке с указанием модели, ценовое изображение товара и основных преимуществ нижнего части. На задней части информация о производителе компании Nubi. Открыв коробку, мы видим, что производитель не просто кинул гарнитуру и прочие комплектующие в кулек, как это часто бывает, а снабдил гарнитуру специальным чехлом, который не только защищает гарнитуру при транспортировке, но и позволяет ее безопасно переносить даже в кармане рубашки. Под чехлом с названием бренда находится инструкция по эксплуатации, причем русский язык в ней присутствует. Сам чехол приятный на ощупь и сделан достаточно качественно. На боковой грани присутствует небольшая петелька для крепления. Открыв чехол, мы видим два отсека. В одном из них надежно закреплена Bluetooth гарнитура M50, а во втором отсек, в котором в кармашке прячутся дополнительные комплектующие к гарнитуре. Там мы найдем небольшой 30-сантиметровый кабель для подзарядки типа USB Type-C. А в отдельном полиэтиленовом кульке набор из двух сменных силиконовых амбушюр и двух поролоновых амбушюр. Если сравнивать те же силиконовые амбушюры, то, как мы видим на гарнитуре, сразу установлен средний размер. Можно изменить на более маленький или, напротив, увеличить размер. В своем отсеке гарнитура держится очень неплохо. Даже если сильно трясти и открыть чехол, она не выпадет. Сама гарнитура доступна только в черном цвете. Но с июля началась продажа версии с русскими подсказками. Но у меня сейчас английская версия. Если говорить про характеристики гарнитуры, то работает она по технологии Bluetooth 5.2. Внутри находится чип Qualcomm QCC3040 с поддержкой кодека aptX Adaptive. Аккумулятор емкостью 200 мАч, что позволяет прослушать музыку в течение 22 часов, разговаривать на протяжении 24 и быть в режиме ожидания около 60 дней. Кроме этого, в легкую пробивает пару бетонных стен и имеет два микрофона для лучшего шумоподавления. Плюс отдельная кнопка для отключения микрофона или вызова голосового помощника. Кроме этого, доступна версия как с английскими голосовыми подсказками, так и русскоязычная версия. Сама гарнитура выглядит довольно стильно. Черный матовый пластик в обрамлении коричневых глянцевых вставок и красных небольших кнопочек управления. По сути, гарнитуру можно делить на три части. Заушник с петлей, встроенным аккумулятором, микрофон на палочке и наушники. Гарнитуру можно здесь на правом или на левом ухе. Часть с микрофоном и динамика вращается вокруг заушника на 180 градусов, а отклонение микрофона может составлять до 270 градусов. В нижней части заушника расположился USB Type-C порт для подзарядки. Время полной зарядки не более 2 часов. Хотя дизайнер решил, что наличие 5 фейковых контактных разъемов, расположенных в торце, будет более к месту. Под ним расположился светодиод индикации зарядки. Когда идет зарядка, он будет гореть красным светом. Когда гарнитура будет разряжена, будет гореть синим цветом. Для нормальной работы технологии шумоподавления CVC 8.0 один микрофон расположен практически возле динамика гарнитуры, второй же вынесен в торец штанги. Микрофоны MEMS. MEMS — это микроэлектрическая механическая система. Используется достаточно качественно, и оба находятся в резиновых уплотнителях. В торце динамика расположилась кнопка включения-выключения. О своей начале работе или завершении в динамике гарнитуры мы услышим Power On или Power Off. При входящем звонке краткое нажатие позволит принять звонок, нажатие более 1 секунды отклонить звонок. Во время разговора краткое нажатие положить трубки, а во время прослушивания музыки постановка на паузу. Двойное нажатие вызов последнего совершенного звонка. На верхней части штанги расположились кнопки увеличения и уменьшения громкости, а также светодиод индикации Bluetooth. Мигает синим, когда гарнитура включена и сопряжена, и мигает разными цветами в режиме сопряжения. Мигает красным, когда гарнитура не сопряжена со смартфоном. Кроме этого, на клавишу увеличения громкости
Для тактильной связи расположился небольшой пимтик. Кроме этого, клавиши громкости при длительном нажатии переключают музыкальные треки. В нижней части кнопка отключения микрофона и вызова голосового помощника Google и Android. Если удерживать больше 6 секунд, гарнитура сбросится для заводских настроек. После первого включения индикатор Bluetooth начнет мигать разными цветами. Открываем в смартфоне настройки и выполняем поиск устройства. Как видно, внизу появилось новое устройство M50. Разрешаем доступ к контактам и журналу звонков. После успешного подключения отображается заряд батареи и доступен у нас кодек aptX. Можно подключить второй телефон. Для этого просто добавляем гарнитуру ко второму телефону. Вот сразу доступное устройство. При этом отключив Bluetooth на первом. После удачного подключения гарнитура будет активна на двух смартфонах, но слушать музыку или разговаривать одновременно с двумя, как вы понимаете, не получится. С одной стороны, гарнитура выглядит довольно массивно, но при этом гарнитуру на ухе практически не замечаешь и забываешь про ее существование. С одной стороны, гарнитура выглядит достаточно массивно, но при этом на ухе практически ее не замечаешь и забываешь про ее существование. Даже если сильно трясти головой, гарнитура не падает. При средних телефонных разговорах 20-25 в день заряда аккумулятора хватило на 12 дней работы. Голос собеседника слышно очень хорошо. Как и меня. За время работы, даже при сильном ветре, никто из собеседников не жаловался на качество общения. Музыку слушать тоже можно, но это не совсем тот прибор, на котором его хочется слушать. Но для аудиокниг вполне подходит. По сути, это сугубо гарнитура для голосового общения по телефону или мессенджерам. За свои деньги отличное соотношение цена-качество. Благодаря наличию фирменного твердого чехла удобно как хранить, так и транспортировать. Долгий срок работы аккумулятора, отличное шумоподавление, стильный внешний вид делают ее вполне заслуживающим внимания товаром. А вы, ребят, не забывайте про подписку на канал. Внизу ставьте лайки. Внизу там же есть ссылка на саму гарнитуру. Там же купон от продавца на скидку. И будут обновляться в комментариях. Также не забывайте про телеграм-канал, где в комментариях и вообще в постах вы всегда можете пообсуждать ту же гарнитуру, обзор, получить информацию о каком-то либо товаре, о скидках, акциях, купонах, новинках. Все примерно об умном доме и около него. Всем пока-пока.